Приветствую вас на канале Мэджика. Сегодня мы с вами будем смотреть вашу внешность, да, смотреть, насколько вы красивы для окружающих, какой вас видят окружающие. Поэтому настраивайтесь, представляйте себя, задавайте вопрос, как меня видят, да, какая я в глазах окружающих, насколько я красива. И будем смотреть, что они о вас думают. О внешности, о характере, о вашем поведении. Какая вы для них? Сейчас вы для них закрытая, вы для них отстраненная и уединенная. Очень много людей за вами наблюдают на самом деле, потому что они не могут вас понять, не могут вас разгадать. Вы для них человек, который обладает большим количеством знаний, но который не спешит этим количеством знаний делиться. То есть они видят в вас некую мудрость, но также они видят, что вы осознанно закрываетесь от социума, поэтому они не хотят вас тревожить. Здесь проигрывается момент, что такого уединения, и они на самом деле уважают, этот момент, этот сейчас ваш этап. Так, давайте посмотрим в плане внешности, какой они вас видят. Сильно, да, это красивая, это очень красивая девушка. Это девушка, которая знает себе цену, она очень стильная, очень сдержанная и сильная, да, здесь карта силы. То есть вы такая дама, которая может укротить кого угодно, и мужчину, и женщину, и зверя. Вы четко знаете правила этой игры. По внешности вы, конечно же, выглядите достаточно сдержанно, но это такая холодная красота, которая затягивает. А в один момент вы можете настолько приковывать взгляды, что человек может прям купиться на вашу внешность. Вы такая кокетка еще к тому же. Так, давайте посмотрим, какая вы... давайте посмотрим, какая еще внешность, да, у вас. Сразу видят в вас ухоженную девушку. Они сразу подмечают то, что вы за собой следите, вы в себя вкладываетесь, и они видят, что ваша красота, она не такая, что вот от природы я такая вся великолепная. Нет, они видят, сколько сил вы вкладываете в свою красоту, в свою внешность, и не каждой даме это под силу. Поэтому здесь имейте в виду, что многие дамы могут завидовать тому, как вы за собой ухаживаете. Но здесь прям сразу идет, что девушка, которая вкладывает, которая тратит на себя, у которой есть средства на то, чтобы себя делать красивой. Так, давайте по характеру будем смотреть, какая вы для них по характеру. Нет, здесь не сорвиголова. Я бы сказала, здесь очень характер строгий, сдержанный, который вы контролируете и себя, и все вокруг. Также вы загадка для них. Вы загадка... Слушайте, вот еще вот так вот положу. Вы для них загадка. Они не могут вас разгадать, они видят в вас какие-то мистические знаки, какие-то... Они не понимают вас. То есть вы настолько вот загадочно именно идете, что загадочно для них, что многие из вас побаиваются даже к вам подходить, побаиваются вас узнавать, потому что они видят, что вы на другом уровне. Некоторые еще могут считать, что у вас очень хороший достаток. Да, что еще они видят, да? Даже у тех, у кого нет семьи, многие думают, что у вас есть муж, дети или там молодой человек, что вы обеспечены, что вы из очень богатой семьи, либо что вы очень много зарабатываете. То есть такой вот образ... Опять же, либо так есть на самом деле, и вы действительно, да, занимаете какую-то такую хорошую социальную нишу, либо это вот такой вот образ, да, что люди вас так видят. Хотя вы можете, например, получать среднестатистическую какую-то зарплату, да, то есть здесь люди вас видят вот такой загадочный, притягательный, отдаленный, отстраненный.
но не замкнутый, то есть вы общительный человек, но многие вас побаиваются. Возможно, где-то, что вы можете рассказать какую-то правду о них, либо вы очень хорошо в людях разбираетесь, либо что они боятся, что не смогут с вами конкурировать и противостоять, и по итогу прогнуться под вас, то есть, да, вот, потому что у вас сила, да, вы как дрессируете людей. Так, ну давайте посмотрим, что еще посмотрим. Что им вас не нравится. Вот сейчас посмотрим, что не нравится окружающим вас. Что им вас не нравится. Что вы сильная и независимая. Да, им не нравится ваша независимость, им не нравится то, что вы обеспечены, им не нравится то, что вы себя ведете в обществе как какая-то знатная дама, как девушка, которая обязательно должны быть придворные слуги. То, что вы очень любите себя. Вот знаете, здесь я бы сказала такая черная зависть у многих, что, ой, она такая вся замечательная, она такая вот вся классная, и тут у нее хорошо, и там хорошо, ой, да наверняка у нее там свои скелеты в шкафу. То есть они не могут принять то, и многие хотят быть похожими на вас, вот это еще немаловажно. И они не могут принять тот факт, что вы стараетесь, что вы это вы, и вы такая на самом деле, да, вы рождены такой, у вас есть очень такие аристократические черты, вы воспитанная, вы красивая, вы ухоженная, вы молодо выглядите, их это бесит, вот знаете, прям они искренне черной завистью завидуют, потому что у них такого нет, то есть вы такая прям интеллигентная барышня, им это не нравится, потому что они не такие. Они, вот в основном это, знаете, люди, которые не следят за своей жизнью, которые скатились на дно, вот на вас смотрят очень часто, или которые ввязались в какие-то, например, там отношения, да, и они неудачные, они плохие, они высасывают из них энергию, а они на вас смотрят, видят, что вы одна, допустим, но вам так классно, вы по кайфу живете, и их это бесит. То есть, знаете, вот как-то здесь прям черная зависть. Хорошо, а теперь давайте посмотрим, какое качество им очень сильно в вас нравится. Другой категории людей, да. Какое качество нравится в вас очень сильно? Так, вот эта карта выпала. Им нравится, что вы, да, что вы жилец, скажем так. Что это имеется в виду? У вас на сердце очень большой ураган эмоций, переживаний, страстей, боли, в общем, разбитое сердце. И им нравится, что вы, во-первых, не показываете это всем подряд, а во-вторых, несмотря на какие-то эмоциональные переживания, страдания, вы выходите победителем. То есть вы смотрите на эти события как повешенные, да, как под другим углом. То есть вы всегда находите в негативе хорошее. Это дает вам сил, это дает вам преимущество, и это дает вам быть пажом жезлов, да, это дает вам развитие, творческое развитие, личностное развитие, рост, понимаете? Из вот этих вот жизненных неурядиц вы умудряетесь находить позитивные моменты, которые позволяют вам расти и становиться еще круче, еще лучше, еще восхитительней. И им это очень нравится, потому что это немногим дано. Многие вот прям застревают в этом разбитом сердце и не могут двигаться дальше. А для вас это наоборот как некий такой моторчик. Да, есть трагедии, да, есть сложности, вы человек тоже. Но вы как-то с этим умудряетесь сами справиться и кайфовать по жизни дальше. А многим это очень тяжело делать. Так, ну давайте теперь посмотрим, насколько же, да, все-таки вы красивы для окружающих. Насколько вы красивы для них. Сейчас посмотрим, как это описать, да, насколько вы красивы. Настолько, что вас невозможно обмануть. Ваша красота, она естественная, она не ложная, она настоящая, да. Вы не искусственно создали себя. Вы такая, какая вы есть, и вы работаете над собой. Это именно как ваш личностный рост, да, вы по кусочкам себя создаете.
Здесь нет сомнений, то есть здесь даже без вариантов. Но это холодная красота. Что имеется в виду? То, что она настолько притягательна, вы настолько красивы, вот как говорят, да, ужасно красив. Вы настолько красивы, что эта красота пугает людей, и им кажется, что за вот этой вот хорошей, доброй красотой скрывается какая-то черная магия или что-то такое. Но они не верят в то, что невозможно в жизни быть, например, настолько красивой. В любой, ну, то есть не в плане внешности, да, а внутри красивый человек, да, говорят, душой, телом, характером. То есть вот есть такой прям момент, что ужасно красив, да, когда вот это вот боятся люди этого, потому что у вас нету каких-то явных изъянов, у вас нет каких-то скелетов в шкафу, у вас нету, не знаю, там, каких-то вещей, за которые они могут зацепиться и использовать против вас. То есть вы как, не знаю, омываетесь, да, со всех сторон, у вас все гладко. Да, есть шероховатости, но спустя время они становятся, то есть вы работаете над ними, и они становятся гладкими. И вот здесь момент того, что это людей пугает, особенно тех, кто не такой, кто вообще не принимает, как сказать, вот у кого жизнь прям плохая, знаете, кто живет по жизни, что, ну, идет по жизни, живет в смысле, что все плохие, жизнь ужасна, да у всех так же ужасно, да не бывает по-другому, да вот все такие они плохие сяки, и вот именно такие люди, видя вас, они еще больше вас, ну как, убеждаются в том, что жизнь ужасна, потому что они не верят в то, что вы настоящие. Они ищут миллион причин, миллион каких-то таких... Ну, это сплетни именно, то есть это не на самом деле, это вот их выдумки, чтобы свою жизнь описать в лучшем качестве, да, то есть, например, опять же, допустим, вот я уже приводила пример, да, что вы одна, допустим, и у вас все классно, вы живете, кайфуете, а у них в отношениях все плохо. И вот они будут говорить, да она не кайфует, да это все оболочка, да это притворство, на самом деле ей плохо, на самом деле она умирает, она страдает, это невозможно, чтобы она одна и была счастлива. То есть они вот так вот прям пыщут, потому что они никогда не поймут, каково это по-другому жить. Вот таких людей очень много, и вы даете им почву для, как сказать, ну вот для своих каких-то таких странностей. Ну давайте посмотрим, что еще мне хочется. Совет карт для вас. Вот что-то хочется совет карт, что вас ожидает дальше. Давайте так, как вы можете использовать вот эти свои качества, вот эту свою красоту? Как вы можете ее использовать, да? Что вы можете с ней сделать? Во-первых, не пускайте ее по миру, да, как говорят. Не делитесь какими-то своими зарисовками, идеями, образом жизни со всем миром. Это должен быть какой-то узкий посвященный круг людей. Например, не знаю, вы, вот как есть тайные сообщества, да, какие-то, где вот эти вот знания, которые доступны не всем, да, кругу избранных. И вот вам не надо бороться с другими людьми, не надо пытаться им навязывать и рассказывать, но есть же я, посмотрите, можно же... Нет. Это только для избранных. Вот ваши знания, какой-то вот ваш опыт по жизни, стиль по жизни, да, он только для избранных. Вот к вам сами будут приходить люди. Знаете, вам надо просто расслабиться и ждать. Вот здесь карты говорят, живите, как живете, кайфуйте от своей жизни. И скоро к вам будут приходить богатые люди, которые будут платить огромные деньги за то, чтобы вы поделились с ними этими знаниями. И не только знаниями, а просто своим временем. Просто поговорить с вами, потому что вы будете для них как девушка из другого мира.
девушка, которая знает и вообще живет, знаете, вот не по правилам этой системы, да, не по правилам этого мира. И им будет интересно с вами просто пообщаться. Поэтому в ближайшее время ожидайте, что к вам будут приходить люди очень высокого круга, богатые, прям богатые люди, и просто хотеть полюбоваться даже вами, вашей красотой. Знаете, вот это может быть такое, когда вот как на ваши фотографии посмотреть или интервью о вас прочитать. Здесь я могу еще предположить, что вы можете в какую-то такую сферу деятельности популярную прийти, например, не знаю, как модель, актриса, вот когда люди будут хотеть, вот прям как фанаты ваши, но это избранные люди, то есть, да, причем это избранные, и они не просто вот как фанаты со всего мира, да, а вот как будто прям настолько вот богатый идет, что как богатые люди захотят какие-то знания от вас получить, чему-то вы их сможете научить. А для некоторых просто вот их будет трясти от того, что они рядом с вами, от такой красоты, вот что они могут прикоснуться, и для них это вау! Ну, как-то так, очень интересно. А вы будете от всего этого кайфовать. Вот здесь показывает, что вы спокойны. Вот здесь может быть момент того, что вы и так, в принципе, ощущаете себя на своем месте, но будете еще лучше, то есть вы вообще прям как рыба в воде, вот в какую-то область попадете, и вам будет это прям очень нравиться. Да, туз пентаклей еще выпал, что подтверждает, что это новое место, новое начало, новая, может быть, проектная деятельность, новая работа, новые вообще... новые направления по жизни и доходное. Вот почему-то идет, что вас будут хотеть получить за деньги. Не в смысле того, что вы там будете как девушка легкого поведения, да, себя продавать, а в смысле, допустим, вы очень популярная актриса, да, или модель какая-нибудь, и вас будут хотеть крупные, например, бренды, чтобы вы прорекламировали их одежду или их товар, или, например, пригласить вас на съемки в какой-то клип или фильм, а вы уже такая прям популярная, и они за вас много денег будут предлагать, то есть, да, ваши, как услуги, да, гонорар, да, очень большой за вас готовы будут платить. Вот так вот идет. Довольно необычный расклад. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.